Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как лечить ложную беременность у собак, если она все-таки возникла. В предыдущем ролике я рассказывал, что ложная беременность у собак – это не болезнь, что это физиологический процесс, и что главное ее предназначение в природе – это выкормить чужих щенков. Таким образом, природа позаботилась о максимальном выживании щенков и сохранении численности стаи. В дикой природе всегда найдется тот, кому пригодится молоко от самки с ложной щенностью. Ложная щенность в дикой природе – явление обычное, но наступает она не всегда. Если наступают неблагоприятные условия, например, корма недостаточно, то ложная щенность у многих самок может и не возникнуть. На этом и основан принцип профилактики ложной щенности – на создании неблагоприятных для жизни условий. То есть в определенное время уменьшается количество корма, воды и увеличивается количество физических нагрузок. В таких условиях ложная щенность или не наступает, или проявляется практически незаметно. Но иногда бывают и такие ситуации, когда ложная щенность все-таки возникает. Причиной этого могут быть, например, неудавшаяся вязка. То есть сука вяжется, все ожидают щенков, но истинная беременность не наступила. И тогда могут проявляться признаки ложной беременности. Ведь никто же не профилактировал ложную щенность. Все же ведь были в ожидании щенков. Также ложная щенность может возникать и у неопытного владельца, который никогда прежде не сталкивался с этим явлением и поэтому тоже никоим образом не пытался профилактировать ложную беременность. Так вот, цель данного видео – дать оптимальный алгоритм борьбы с ложной беременностью, если она все-таки возникла. И самый сложный и ответственный момент – это прекращение молокообразования. Ведь именно молокообразование является одним из наиболее опасных моментов ложной щенности, потому что оно ведет к возникновению маститов разной тяжести. А частое возникновение маститов – это и неспособность выкармливать щенков при последующей настоящей щенности, и увеличение вероятности возникновения онкологических заболеваний. Так вот, перво-наперво, что вы должны сделать при появлении признаков ложной беременности, это уменьшить количество корма. А лучше вообще посадить собаку на голодную диету дней так на 3. Воду следует тоже уменьшить где-то наполовину. Все это необходимо для уменьшения молокообразования. Хорошо в таких случаях помогают компрессы на молочные железы с камфорным маслом или камфорным спиртом. Можно также прибегнуть и к народным способам остановки лактации. Например, компрессы из мякиша капустного листа, сока и листьев алоэ. Молоко сдаивать никоим образом нельзя. Этим вы только усилите выработку молока. Также собаке можно дать какие-то успокоительные препараты. Холодные компрессы я бы не рекомендовал. Это увеличивает риск возникновения маститов. Также не надо практиковать перетягивание сосков бинтами. Это ухудшает кровообращение молочной железы и тоже увеличивает риск маститов. Показаны в этом случае и повышенные физические нагрузки. Также необходимо попрятать все игрушки, которые собака пытается установить, так как это стимулирует молокообразование. Собаку надо постоянно отвлекать от ее ложного материнства. Как я уже сказал, что это могут быть и повышенные физические нагрузки, но не чрезмерно. Надо, чтобы собаке это было в удовольствие. Как вариант, побольше играйте с собакой. Следует помнить, что у собаки, у которой наблюдается ложная щенность, все в порядке с ее гормональным статусом, и у нее нет никаких нарушений. Но при этом у собаки в мозгу возникают очаги перевозбуждения определенных центров, отвечающих за инстинкт материнства. Все это влияет на выработку гормона пролактина, который в свою очередь стимулирует выработку молока в молочной железе. Вот эти очаги перевозбуждения и формируют такую вот доминанту поведения, то есть устойчивую активность каких-то нервных центров. И очень много сигналов могут усиливать эту доминанту. Игрушку дали собаке, усилили доминанту, молоко стало еще больше вырабатываться. Дали больше еды и пить, тоже дали сигнал, что все хорошо, это тоже усиливает доминанту материнства. Нашей задачей есть обязательное переформатирование такого доминантного поведения, направленного на проявление материнства, на что-то другое и формировать новую, более сильную доминанту поведения. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с тем, что иногда хочется непонятно чего и очень сложно это выбросить из головы. Самое лучшее лекарство, чтобы избавиться от этого состояния, это переключиться на что-то другое, будь то спорт или просто общение с друзьями. Простой пример на маленьком ребенке, который беспричинно плачет, будет даже более показательным, чем первый пример.
У ребенка ничего не болит, а он все время капризничает и плачет. Что в этом случае делается? Мамы уже догадались. Игрушкой потрясли, покачали, песенку спели, и ребенок перестает плакать. Вот точно так же и в случае с доминантой ложной беременности. Ведь сама по себе она, как я уже сказал, не является патологией. Так что переключайте внимание своей собаки на что-то другое, и все у вас получится. Ругать собаку или высказывать ей какое-то недовольство по этому поводу бесполезно. Этого делать не надо. Мало того, что это не поможет, так еще и психику собаки можете травмировать. Особенно тщательно следите за тем, чтобы сука сама себе не отсасывала молоко. Возможно, даже на это время ей сшить попонку, чтобы она не могла это делать. Да и попонка защитит молочную железу от попадания в нее микроорганизмов, если будете ее выгуливать на улице. К применению гормональных препаратов прибегаем в самый последний момент, когда видим, что все предпринятые попытки не дают желаемого эффекта. Сразу скажу, что такие ситуации наблюдаются достаточно редко. Я не против этих препаратов. Все это хорошо, иногда и сам применяю, но применять их надо только тогда, когда уже нет другого выхода. В большинстве случаев лечение проходит успешно и без применения этих препаратов. И даже без участия ветеринарного врача, если вы все правильно и вовремя сделаете. Если вы будете следовать этим несложным рекомендациям, то вам удастся избежать мастита. Но все бывает. Иногда бывает, что избежать мастита и не удается. В этом случае я вам порекомендую, что как только вы заметили признаки мастита, то лучше сразу обратиться в ветклинику и не пытаться лечить мастит самостоятельно. При наличии у собаки мастита в ветклинике уже подключается целый комплекс мероприятий на его ликвидацию с применением многих лекарственных препаратов. Ограничения по кормлению снимают недели через 2, когда молочные железы уже полностью придут в норму и у собаки исчезнет проявление ее материнских инстинктов. И в заключение еще хочу обратить ваше внимание, что вы должны обязательно овладеть приемами профилактики возникновения ложной щенности и приемами борьбы с ее клиническими проявлениями в виде поведенческих реакций и с прекращением молокообразования. Ведь что-что, но с ложной щенностью у собак в будущем вам придется столкнуться далеко не один раз, если вы владелец суки. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!